Коленька, ты готов? Дашулька, ты готова? Что здесь происходит? Значит, собрались мы в Екатеринбурге, собрали наших клиентов и проводим уже 4-й семинар, посвященный технологиям дорожного строительства. Я приехал из Краснодара, я приехал с целью познакомиться с ребятами. XCMG – бренд номер 1 в России, бренд номер 3 в мире. Мы рады присутствовать сегодня в Екатеринбурге. Для осмотра клиентами техники уже непосредственно, чтобы можно было пощупать руками. Сегодня знаковое событие за 15 лет. Не по телефону, не по электронной почте, а здесь и сейчас, живое общение. Вы, короче, расформировываетесь. Мне надо сейчас 2 неотложных дела сделать. На горшоню сходить и производственный процесс один наладить. Да. Сейчас это можно это посмотреть. Ко мне чуть-чуть. Давайте. Буквально с паровоза. Компания 15 лет на рынке. Надеюсь, доживем до этой даты послезавтра. Все вместе дружно. Всегда был... мы же мальчишки. Нам всегда были интересны машинки. С самого детства. Это второе, что нравится больше, чем девчонки. Это самое такое. Это укладчик обочины. Это уже по ходу дела подготовили клиенту на отгрузку. Вот такие вот вещи, да. То есть вот это вот плита от асфальтоукладчика. Почему мы связались именно с дорожным строительством? Да потому что это всегда было, есть и будет. Дороги — это вены страны. Сергей Михайлович сказал, когда тащил меня на работу, не устраивал, не приглашал, а именно тащил, что дороги будут всегда. Это как лекарство, как еда. Доброе утро, дорогие друзья. Всех приветствую. Очень рад, что вы собрались на 4-й семинар. Почему 4-й? Значит, первые 3 семинара прошли, когда компания «Сильные машины» являлась официальным дилером Virgin Group. Сегодня мы официальные дилеры XCMG. И, собственно, основная тема нашего общения будет как раз-таки в изменении ситуации на рынке, в изменении брендов, присутствующих на рынке, да, поиске каких-то решений, поиске возможностей совместной эффективной работы. Соответственно, предлагаю данный семинар провести именно в режиме вопрос-ответ. То есть мы не хотим чтобы этот был формат у нас, грубо говоря, преподаватели и ученики. То есть задавайте вопросы, давайте обсуждать, давайте вместе искать решения. Все, удачи всем нам, чтобы все пошло на пользу нашим компаниям и только вперед. Значит, история компании началась в 2007 году. Так случилось, что я с должности инженера-математика завода «Аналит-Прибор» погрузился именно в тему дорожно-строительной техники. На тот момент я еще заканчивал аспирантуру, наверное, чуть-чуть пораньше, да, как раз в этот же период, да. И у меня тема диссертации была калькулирование себестоимости в химической промышленности. Мне это было очень интересно, но как только я погрузился в тему дорожного строительства, дорожной техники, интерес к химической промышленности у меня пропал напрочь. Но, к сожалению, у моего научного руководителя он не пропал. Сказал: со своим дорожным строительством иди и защищайся сам, где хочешь. И мы курили прямо за столами, у каждого стояла вот эта пепельница с ежом, с таким кофе, тут все какие-то бумажки, телефоны, мать-перемать. Оттуда все началось. Мало продать и убежать. Нужно продать и остаться у этого клиента надолго. Мы соответствуем росту нашего дистрибьютора, который ставил план в 30% прирост ежегодного.
Это достаточно большие, серьезные шаги для компании, для нашего бизнеса. В принципе, такой прирост — это очень серьезный захват рынка, это прям движение, такой локомотив. То есть они там условно из нижней позиции десятки за там, 5-6 лет они выстрелили в первые и вторые позиции в России. Вот эти выражения, что деньги валяются под ногами, их нужно просто поднимать, это неправда. За них нужно бороться, но это реально. И нет тех цифр, которые на данный момент уже достигнуты, и те, которые поставлены. Это не случайности, это не упало с неба нас, и мы это, все наши результаты, которых мы на данный момент достигли, мы их заслужили. И будем стараться заслуживать их в дальнейшем, то есть это наш основной посыл. Клиенты — это наши друзья, мы должны проявлять о них заботу, да, то есть стоит не только задача там, да, зарабатывать деньги, но и совместно каким-то образом общаться, потому что наши клиенты — это наши партнеры, мы от них получаем обратную связь по эксплуатации техники, что нужно поменять, что нужно рынку. И исходя из этого мы точно так же меняемся, да, где-то подтягиваем сервисные какие-то вещи, где-то работаем с производителями на предмет изменения характеристик машин. Вот, соответственно, вот так. А вот это вот общение, оно должно быть такое близкое, объединяющий да, импульс какой-то, да, да? менее формальное. Не врать и не бояться не врать. Вот в тот момент, когда ты признаешь, что ты что-то не можешь, но честно говоришь о том, что я в лепешку разобьюсь, и мы сделаем максимально возможное, и благодаря тому, что вас клиент научит, и какие-то шишки набьем, ну, в этом и залог нашего успеха. Вот я так думаю. Новый асфальтоукладчик, пятое поколение, RP705, из особенностей, из характерных, да, демпфируемая опорная балка, значит, створки бункера независимо управляемые, передняя створка бункера. Обратите внимание на платформу оператора, да, светодиодные фонари, маркизы. Ну, очень здорово, очень весело, очень дружественно. Про Екатеринбург, да, как его все любят называть, ЕКАТ. Очень классно то, что мы собрались силами и сделали эту конференцию, это мероприятие. Это не первое мероприятие в нашей жизни. Очень приятно то, что была обратная связь от заказчиков в плане, от наших гостей в плане того, как это было. Чтобы было очень много достаточно восторженных отзывов. Не просто там, как у вас все классно организовано, что у вас вкусный кофе был и классный банкет. А то, что было прям по делу, то есть понравилась техника, понравилось, как мы все показали, организовали. В Екатеринбурге надо было, знаешь, что поснимать, как Дмитрий Михайлович сотрудников будил отъезжать от города. Да, самолет там, кто ботинки потерял, кто без паспорта, кто еще чего, и так это все. Я так понимаю, вы второй раз в Смоленске. Алло. Тань. Алло, да. Скучала хоть немножечко? А? Скучала хоть немножечко, чего ты кричишь? Без вас прям горькими слезами заливаюсь. Затопила все этажи до подвала. Да. Ну да ладно. Вот он, город-герой, который поляков увидел, французов, немцев, белорусов. Граница рядом. Вон, посмотри, красота какая. За 7 лет у нас тут появилось очень много всего интересного. В этой комнате вообще раньше была целиком такая комната, связанная с охотой. Тут и лоси у нас, и кабаны, и тут рысь висела вот такая, и чего тут только не было. Но в итоге с охотой я завязал, оставил только волков. Волки застрелены здесь в нашем были хозяйстве, в Кардымовском районе Смоленской области. Вот такие экземплярчики у нас тут бегают. Здесь дом, здесь корни, здесь как бы все. Хотя по большому счету я здесь просто живу. Ничего больше. Работа основная у нас все равно идет в ЦФО.
либо дальше туда на Урал, на юг, а здесь мы просто живем, возвращаемся сюда. Мне комфортно, потому что корни, потому что это дом. Дом это дом. Вот мы построили новую такую ремзону. Здесь уже полы площадки сделали бетоном, потому как асфальт все-таки страдает от масла, от дизеля и так далее, да, то есть идет разрушение определенное. А вот бетонная тематика, она такая более, скажем так, долговечная в плане надежности. Бетонные дороги классная тема, и последнее время говорят, что за этим будущее. Наверное, мы когда-нибудь к этому придем. Но, наверное, не сейчас, потому что стоимость бетонной дороги совершенно другая, но она имеет и другой, скажем так, срок эксплуатации. Дорога бетонная служит десятки лет, порядка 25. Не совсем, наверное, это интересно для наших заказчиков, чтобы дорога стояла долгие годы. Немножечко потряхивает, потому что асфальт прошлогодний, новый еще не положили. Поэтому терпите. До ноября так будет, да, потряхивает? Нет, не до ноября, до конца сентября. Потом, пока не выпадет снег, 2 месяца будет хорошо. А снег — это русский асфальт. Ай, снег — это вода. Стихия. Почему асфальт осенью укладывают? Не, бывает и ложат. Система. У нас в стране такая система. Вместо того, чтобы подготовиться загодя, как в поговорке «готовь сани летом», у нас получается наоборот. Сани выезжают летом, а к зиме они как раз готовы. Асфальт укладывают осенью по простой причине того, что розыгрыш этого действия происходит не ранней весной и не зимой, а, к сожалению, ближе к лету. Пока пройдут все 9 кругов ада согласований, у нас уже прилетают белые мухи. И имеем то, что имеем. Тут у нас живет черепаха. Переехала у меня с дома, было 4. Вот эволюция. Это вот остатки виргиновского дилерства. Значит, история компании как раз таки началась. Вообще весь бизнес вот этот вот начался в 2007 году. А в 2008 году, 6 апреля, появилась первая компания «Сильные машины» именно. И вот 6, собственно, апреля у нас тут через 2 дня и будет как раз таки круглая дата, 15 лет компании. Так получилось, что в 2017 году я попал в следственный изолятор Смоленской области. Значит, дело было, усредненно выглядело так. Мы же работаем помимо частных компаний и с государственными заказчиками, которые вынуждены в силу определенных законов о государственных закупках покупать технику, зафиксированную в рублях. И вот здесь мы стали немножечко заложником данной ситуации. Да? То есть на момент, когда мы давали коммерческое предложение, это был 17-й год, декабрь 16 года, значит, курс евро был в декабре 82-85 рублей. По этому курсу мы и посчитали, выставили наши коммерческие предложения в их рублевом эквиваленте. Они, соответственно, долго там решали вопрос с финансированием, ходили там туда-сюда, долго там нам задавали всякие разные вопросы. И так получилось, что если, скажем так, в январе 2017 года курс евро был 92 рубля, то к моменту, когда мы поставили там последнюю единицу техники по контракту выигранному, да, курс евро упал до 63 рублей. А суммарный контракт с нашим заказчиком составил 280 миллионов. Это на тот момент, в среднем, наверное, 4 миллиона евро. Вот теперь считаем вот это колебание, да, курса. Курс изменился на 30 рублей, соответственно, 4 миллиона евро изменилось на 120 миллионов рублей.
С точки зрения бизнеса, риска предпринимателей, если бы курс вырос, например, до 120 рублей, да, то компания бы получила убытки там кратные там вот этой сумме. А курс упал, мы заработали, заплатили все налоги, но нам сказали нет. У вас нанесен ущерб бюджету. Как мы не пытались бороться с этой ситуацией, да, там различными экспертизами, пытаясь доказать, что рынок спецтехники, он не регулируется государством, это не гречка. Никто нас, к сожалению, не услышал. И так сложилось, что 2 года из жизни, можно сказать, провел в следственном изоляторе Смоленской области, в самом центре города Смоленска. Я вот тому, что ты говоришь, что есть там другие города, где вполне... Мы много ездим. Были, не знаю, 70% по всей стране. Но сюда почему-то возвращаешься всегда как бы. Да, кривенько, да, косенько, да, там грязненько где-то. Но возвращаешься домой и всегда с удовольствием. Я люблю свою страну, я здесь родился. Никогда у меня не было мысли уехать отсюда, купить какую-то там недвижимость на каких-нибудь там островах и где-то там под солнышком счастливо жить. Я всю жизнь работаю и всю жизнь собираюсь дальше работать. Соответственно, как предприниматель я не поменял свой путь. Меня это абсолютно не испугало, да, там какие-то выводы, естественно, я сделал из случившейся ситуации. Это опыт. Опыт у каждого свой, поделиться им, к сожалению, это единственное, чем поделиться нельзя. Можно знаниями, можно умениями, опытом нельзя. Это мой опыт, я сделал определенные выводы из этой ситуации, но надеюсь, что больше таких ошибок я не допущу. Ошибка в том, что на момент заключения контракта, наверное, мне нужно было просто отказаться от участия здесь, да, понимая вот эту вот кардиограмму скачков курса евро, да, просто не поставлять эту технику. Но несмотря на это, мы, выиграв данный контракт, его исполнили, вся техника была поставлена, все сроки были соблюдены, вся техника была запущена, персонал заказчика был обучен, и до сих пор эта техника успешно эксплуатируется здесь. Но, к сожалению, да, хотя мы сейчас видим с вами курс там ЦБ 86 рублей, да, уже, мне ущерб никто пересчитывать не собирается, да. Наверное, это такие условия, в которых российские предприниматели вынуждены вести свой бизнес, да. Меня это абсолютно не пугает. Чем сложнее играть, чем сложнее правила, чем они жестче, тем интересней, на самом деле. Это наша страна, это наш президент. Мы здесь живем, работаем. И каким-то вещам я на самом деле очень благодарен. Макдональдс закрыли у нас, вы не в курсе? Кстати, в Америке закрывают что-то порядка 150 Макдональдсов. Вчера новость прилетела. Видимо, будут открывать вкусные точки. По всей видимости. По всей видимости.